Всем здравствуйте! И мы продолжаем проходить игру Vampyr. Первый взгляд у нас, первый вообще взгляд на игру был на стриме. А сейчас мы будем делать записи на YouTube, потому что игрушка, она более сюжетная, хотя с RPG-шными элементами. Вот. Ну что сказать, в прошлой части мы убили какого-то вампира неадекватного, сами превратились, убили свою сестру. Собственно, если ты не знаешь, в чем тема, тогда иди и посмотри предыдущую часть. Этот доктор. We'll have a word in my office later, Jonathan. Да, зайдите ко мне в офис, говорит. Зайдите ко мне в офис, говорит. Теперь моя очередь. Так. О, ля. А мы теперь доктор. О, меня кроет. С нами все время базарит незнакомый голос. Ну, так как мы жаждем крови. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Я как раз кусаюсь. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Лысый скотина. Повежливее. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Твои родители увлекались коксом? Качество крови. Так, указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого персонажа. Ну, с этим мы уже знакомились. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Так, загипнотизировать. Хотите выпить кровь человека? Сначала нужно загипнотизировать и увести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен сопротивлению жертвы или превосходит его, вы сможете получить контроль над его разумом. Нажмите клюв, чтобы гипнотизировать клей. А я не хочу. Я не хотел его гипнотизировать, я хочу быть добрым вампиром. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Да я не хочу убивать его. Нажмите, чтобы объять клей Кокса, или спейсу, чтобы отпустить его. Обняв, вы получите много единиц опыта. Но помните, это приведет к определенным последствиям. Еще больше вы узнаете об этом. Ну, понятно. Нет, мы не будем пить его кровь. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Да, это хорошо, потому что мы не такие, мы люди добрые, как и подписчики нашего канала, все люди добрые. Хотя и пишите комментарии, если хотите, чтобы я убивал. Нет, я все равно не буду это убивать, потому что это мое прохождение, понятно? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Так, ну, как говорится, поймать новую мы всегда сможем. Сейчас мы найдем какую-нибудь скотину, которая там сбивает женщин. Так. Что у нас тут? Вот, пожалуйста, медсестричка. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Задать личные вопросы. Тем подсказка. Так просто мы не зададим личный вопрос. Ладно. Давайте подробнее о ней почитаем. Значит, что мы имеем? Ничем не болеет, значит, 2500 крови. Это, конечно, хорошо. Но мне кажется, на хорошую концовку мы с таким темпом
давайте поговорим о How are больнице. things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Больница не справляется. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Да, у вас утечка кадров, да? I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Вам есть что-то... Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Ага, понятно. Кто-то ведет себя отвратительно. Is there anyone that stands out? Кровь и Well, всё. I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Доктор, кто доступного подсказка. А, не успел нажать. Не успел. А, вот, собственно. Что нам известно? Корган доводит себя до истощения, но не отказывается прекратить работать. Это же хорошо. Пить кровь мы его не будем. О, Клей Кокс, что у нас? Ничего не известно об этом человечешке. Ничем не болеет. Вот этот. Это у меня есть. Все, понятно. Назад. Слушай, ты хороший собеседник. Задать личные вопросы не зададим. Goodbye, nurse. До свидания. Call me if you need assistance. Бай-бай. Мы еще вернемся к тебе. Я думаю, у нас... Эй, дружище, тебе очень плохо. Тебе сократить. Ладно, пойдемте. О, лут. Коварные вампирские ручушки. Вот она. Кто у нас тут спит? У вас чумная кровь. Вы болеете. То есть, прежде чем пить кровь, мы проверяем, человек болеет ли он, там, спит, сифилис. Ну, как бы вампир чистоплотный. Блин, больных можно было, знаете, это как донорская кровь. Кто-то сдает, а мы ее пьем. Все думают, кому-то помогает, но по факту тут помогает. Come on, I don't have all Я не my... могу ждать всю ночь. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Спасибо. У меня есть пару вопросов. I would like to ask a Давайте few поговорим questions сначала. first. Значит, где моя комната, это мы знаем. Глупый вопрос. Кто такой доктор Свонси? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Ну да. Я только познакомился. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Это прекрасно. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Ну, это факт. Ладно, не буду Thank you, Nurse говорить. Crane. Хотя могли бы, наверное, что-нибудь выяснить, может быть. Блин, тут прям игрушка такая, знаете, надо узнавать, разговаривать со всеми. В принципе, хоть здесь и сделано криво боевая часть, хотя мне она по душе, в принципе, такая на любителя, мне зашла. Я могу. Still standing С after этим this мы уже, epidemic. по-моему,
деле. Значит, ага. Больше трындеть не с кем, да? Тогда пойдемте. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my Идеальное research. место для исследования. Опа, она, пацанчик. Ну-ка, давай побазарим. Good evening, sir. Джонатан. So it is true. Доктор. The famous Dr. Reed has joined us. Да, I can't think of спасибо. any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Так это вы, да. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Ну да. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. А значит, давай с тобой побазарим. Ты, если нас задать личные вопросы, не можем, конечно же. Поинтересоваться жизнью в Лондоне, как постановка больницы, о сотрудниках. Вы измотаны. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. Если не будет вас We are the лечить last некому, rampart правильно? before Надо chaos. отдохнуть. Питание. Once more unto the breach. Не нужно ничего доказывать. Значит, вы ведете себя безответственно. Правильно? Для сестра Бранаган нет. Вы ведете себя безответственно. Вы Your злой человек. attitude is irresponsible, Doctor. Believe me, I've seen so many medical errors caused by exhaustion during the war. Вот это я и You're хочу. right. This is a war, Dr. Reed. And I don't intend to Из-за surrender. вашей усталости могут быть ошибки. Вы измотаны. You're exhausting No. your You're right. Ладно, необходима подсказка. А просрали мы, не смогли его отправить, к сожалению, не знаю. Может, загипнотизировать его? Нет, не будем этого делать, хотя можем. Установка больницы. Давайте о сотрудниках. What can you tell me Узнать about the о staff нашем in the персонале, hospital? с кем мы работаем, вообще кто тут Some are творит, really что good, выпить. and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Наивный человек. Доктор Купец. Кто здесь хороший? Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even Да, further. походу, короче, это походу любовь. И это походу любовь. А он их так убежден, чем полагается медсестре. Ну If хорошо, she- слушайте. Что скажете о руководстве? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong, Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Ну что ж, спасибо тебе за информацию, наш верный друг. Об остановке What is больницы, the в общем, Pembroke ничего не скажешь? Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Сейчас везде так, у меня нет выбора. Люди гораздо It's важнее. more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Надежда должна быть, друзья. Ладно, задать личные вопросы не можем. Прощаться. Goodbye, Dr. Tippett. Блин, до свидания, доктор. Доктор. Так, ладно, что, посмотрим, тут есть что-нибудь побазарить. С ней мы уже, по-моему, нет. По-моему, с ней Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Да, конечно. Давайте сначала поинтересуемся жизнью в Лондоне. Вообще, как здесь, что тут, как здесь обстоят дела. How would you примерно. describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. Ой, блин, я случайно, возьмите все в руки. Это я не вечно.
Возьмите себя в руки. You must get a hold of помогать людям. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Ну, понятно, эта эпидемия не вечна. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Так оно и будет. Должна быть надежда в людей. Как справляется? Вы же долго работаете медсестрой? Ну да. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Прекратите жаловаться. Ну, есть на что надеяться. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, Так иди but I'm посмотри. just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Ну ладно. Как справляются сотрудники? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Так себе. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Почему Милтон такой холодный? Что не так с врачами? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Коварного ублюдка. Мы его сожрем. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Сразу предупреждаю. Опа, на Милтон это черный. Черный Милтон. Милтон Кукс. У Милтона неважная репутация среди коллег. Почему? Надо поговорить с ним. Или разузнать у других. Правильно? Правильно. Так, ну чё, с тобой побазарили, значит, задать личный вопрос можем? Нет, можем подсказать. Прощаемся. До свидания, сестра Хокинс. Жду вас у себя в кабинете через 5 минут. Так, найдите свой кабинет на 2-м этаже. Я преодолею жажду, я не буду пить кровь, только крысы. Ракиш. Мы с вами общались? What can I do for you, Doctor? Чем я могу помочь вам, доктор? Да, мы с вами общались. Давайте поговорим. Как проживает... And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Перепуган до смерти. Так где моя... If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Я тебя услышал. Thank you, Nurse Crane. Опа-на. Ну ты как, мужик? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Так, я тебя понял. Значит, надо поговорить. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. Я готов. My apologies. Хорошо, ладно. Назад. Давайте зададим личный вопрос. Личный вопрос у нас задавать не можем. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Гляньте, I'll see каждый you later. персонаж продуман в этой игре. У каждого персонажа есть своя личная жизнь, с кем остановиться, поболтать. Так. Вот ты кто?
Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. О, Стрикленд. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Хорошо. Так, задать личный вопрос не можем. Блин, я думал, можно задать. Ладно. О себе. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Почему решили сказать об экспериментах? I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical. Ни один из экспериментов кроме пока не был успешен. You may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Ну, это правильно. Знание вообще против всего. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Буду рад помочь, если не изматывает. Оставьте лесть. You will obtain nothing from me by flattery, my young colleague. Oh, I was not flattering you, sir. Not at all. Just clumsily expressing my sincere admiration. Твое восхищение чересчур, знаешь, такое. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Конечно. Ладно, буду рад. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Так, у нас появилось расследование. Откройте наш так, расследование. Расследование, которое вам доверяет граждане, расстроены по району. Сортировано, господи. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав левой кнопкой мыши. После этого на карте отобразится. Понятно. Как? Что? Недостающий ингредиент. Добраться до аптечки. До аптечки. А, это кто? Качество крови 2500. Качество крови. Так, это где у нас расследование? Нет расследований. Ладно. Что ж, спасибо за интересный... Задайте еще вопрос о технике переливания крови. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father. Ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Так, да ты брекло, Харви. Это мне не нравится. Ладно. Харви винит себя за свою травму. Почему? This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree.
But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Хорошо. Спасибо за инфу. Мы с тобой обязательно еще побазарим. Goodbye, Dr. Strickland. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь, и приложим свои ручки. Стеклянный пробелки. How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long is it going to take the... Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you. Так, я думаю, можем вмешаться в беседу. Ладно. Так, давай побазарим теперь с тобой. Блин, интересно. Good evening. Good evening. Как здесь? Это отличный вопрос. Так, о чувстве вины. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. Ого. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Так, у тебя погибла жена, да? Во время войны. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, doctor. Да как ты о причинах гибели? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. How could your... I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught. По-немецки авианалет. Да, нет, о смерти жены. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now, Mr. Fiddick. А то и тебя не могло бы и не быть. Во время бомбардировки-то тебе повезло, что в тебя бомба не попала. Неоконченное письмо. Мои милые дети, это его письмо. Опа. Мы собрали все. Харви не сможет кормить семью, пока его рука не заживет. Так. На птички добраться. Так, что у нас тут еще есть? Тут много чего интересного. Столько разговоров. А я отражаюсь в стекле? Мутно. Знаете почему? Потому что, верно. Оп. Что это у нас тут? 190 метрах. Давайте сбегаем, посмотрим. Блин, мне бы крысу какую-то на самом деле. Ну, типа, похавать. Кровь попить и все такое. Так, я так понимаю, это добраться до аптеки, да? Ну, давайте доберемся. Тут целый открытый мир. Такой Лондон, да? Опа-на. Чё, ребята? Вы чё, блин? Дикий такой. Ты чё, как... Я забыл, как пить кровь. Чёрт, подожгли! Ай, горю! Меня убили. Первый раз в игре меня убили. Я забыл уже управление, ребята. Как пить кровь. Вас уничтожили. Нормально. Ладно, ничего страшного. Как говорится, уничтожает всех, а выживает... Воскрес. Так. Ага, 1, 2. Как пить кровь?
кровь, ладно. Они просто 10 уровня были, а я был... Так, давайте мы пойдем это... По стелсу, что ли. Опа, на трупе. Так, они ни о чем не подозревают. Steady, boys! We've got one of them here. Ты слышишь? Сука, ты уйди отсюда. Ты зря, падла. Christ, he's dead! Бью себя, ты видишь? Я могу себя бить. Так, ладно, зажму цель. Бля, я хочу выпить твою кровь, брат. Ты ее красота, иди к черту. Сейчас мы потеряем из виду его. Теперь ты нас не видишь. Тихо, не в этот раз. Ай, горю, нет! Господи, не умирай! Ёшкин кот, что ж такое? Выносливости вообще не хватает, крови нет, выпить нечего. Жизнь ад. Хотя, вот почему здесь нет стелса? Я читал, что, ну, как читал, вроде было обучение, что есть стелс. Ой, господи, добраться до аптечки. Так, ничего страшного. Так, посмотрим, что у меня есть. Может, у меня есть что-то интересное? Так, где мой персонаж? Вот. Как пользоваться, сука, двухстволкой. Я так и не научился. Да, не научился, хотя у меня есть револьвер. Так, оглушение даже есть. Давайте револьвер наденем. Так. Как-то можно же переключать это, да? TG не переключает. Так, ищем кнопку. Колесико мышки не работает. TG. Вот. А кнопка 2 издает такой звук. Это интересно. А, ну понятно, почему он издает такой звук. Угу. Левая рука. Так, сколько урон? Скорость атаки 99 урон. У мачете урон 45. Ну, мачете, наверное, не такое. Вот, все, погнали. Теперь будет. Я не туда, я бегу. Или туда. Нет, не туда. Ну все, теперь я готов давать звезделей, потому что я взял двухстволку. Правильно. Ну теперь... А где они? В смысле? Сука! Что такое? Проблема? Проблема с доступом к казинкам, блин. Да, наконец-то я хлебнул. И теперь давай... Оп. Ну что, сам ты бас. На. Мне потом... Перезарядка. На. Выпьем твою. Грязный. Все, вот в чем проблема была. Ребята, я нашел, была в чем проблема. Надо было всего лишь поменять это гребаное оружие, потому что двуручное оружие хоть и наносит 99 урон, но, блин, оно такое медленное. Короче, да. Мы можем заходить в гости? Нет, в гости не можем. Вдруг посередине ночи кто-то заходит. Так, карантин. Ну что ж, карантин. Побежали. Бля, слышишь, ты пока до врача этого, да? Дойдешь, охереешь, блин. 100 раз тебя плюют, так блюют. Привет. Слышишь, ты для кого? Кого ты? Да
всего лишь пить хочу, господи. Все, ё-моё, вы шиллинги свои отдали мне теперь. Это мои шиллинги, я заслужил. Мое все так. Что это? Шпилинги. Шпилинги. Вот, будут шпилинги. Не шиллинги, а шпилинги. Опа-на! Ребята, да у нас тут этот, слышь? Крикун. Слышь, брат? Ты поаккуратнее. Гриффин, брат. Что это такое? Ну, блядь, слышишь, вы остановитесь с Гриффином. Постреляют, твари. Слышь, вы что, размножаетесь, что ли? Бля, что творят? Да ёпрст, они какие-то сильные, их трое. Я думал, там один шпилинг, а там 3 шпилинга целых. И они такие достаточно серьезные противники. Я знаю, что надо. Надо кол в руки взять, короче, ребят. Колонна в сердце. Это ваншот, ребят. Так. А что у меня с управлением? ТГ. А почему-то геймпадовское управление было нарисовано. Так, сейчас мы приоденемся. One second, please. Собственно, возьмем в руки еще старый палец. Не хочу. Нет, ну, вот эту тут поменяем. Давайте вот старый кол. Возьмем кол. Вот как? Почему у меня оружие пистолет? Я хочу, чтобы у меня здесь был кол. И здесь кол. Здесь кол. О, отлично. Так, где ты кричишь? Сейчас мы шпилим. Хавай, сука. Хавайте. Что ты орешь, блядь, папа? Люди, сука, мешай, шилдинг. Ну давай, папа, тихо, не выёживай. Убегай. Ваншот. Телепортируется, еще как бьет, ваншотит, ты падла. Это старший брат, видимо, у них. Короче, пока с ними лучше не конфликтовать. Собственно, надо добраться до этого доктора, выполнить квест. И теперь где мне нахрен прокачивать? У меня 800, сука, 10 опыта. Бац, воскрес, потому что что? Потому что я высший вампир. Пока они там кричат, слушай, их надо стравить с этими падлами, вот с этими. Тихо. У меня выносливость закончилась. Попозарим. Ай, дробь, это больно. Ты кто такой? Иди туда. Возьми цель. Ой, блядь. Я чё за вампир такой? Меня все гасят. Я не вампир какой-то. Я какой-то калечный. Самое главное, знаете, что самое смешное? Надо было выносить этого вначале. Потому что что? Потому что у него какой-то дробаш. Они все меня херачат. Я не могу никуда пройти. Надо было все-таки зайти на свой кабинет. Дошли бы до своего кабинета, там бы разобрались. Жизнь бы запела красками. А тут я вышел погулять. Такой выходишь, значит, погулять. Раз, пьешь его кровь быстро. Пьешь кровь. Пьешь кровь. Бац, спустился в этот раз. И быстро. Все, минус 1. Оп. Сейчас я не ждал. Оп. Я уже такой профессиональный вампир, сука. Скоро я тебя глушу, подожди. Ай, нет, не скоро. Опа, нахер. Ну-ка, попробуйте на вкус, братан. А теперь такой. Что такое? Не можешь, да? Ай, блядь.
что творишь, тварь? Какая? Я сильный, понял? Сейчас мы его уложим лопатками. Ты меня таких, как ты, в 70-х бил, понял? Руку поднимаешь на хирурга, тварь. Давай кем? Так, что у тебя тут? Свинцовый прут. Ах ты, тварь. Я-то думаю, в чем проблема. Там проблема со свинцовым прутом была. Так, значит, шпиленький, картечь, глянь, сколько понабрали. Так, я так понимаю, чтобы к доктору пройти, надо через тех тварей пройти. А через тех тварей не так-то легко пройти. Как казалось бы, ну, доктор. Там еще три неадекватных человека. Я не люблю неадекватных людей. Вот как мне через них пройти? Почему вы такие дикие, блядь? Что ты орешь так громко? Как кошка, знаете, как она? Блядь. Он чё, он не качается либо? Блядь, ты посмотри, откуда из-под тишка нападают. Блядь, вдвоем нечестно. Да, кричи мне еще тут. На улице. Так. Оп. А твои братья где-то? Минус один. Отлично. Ну что, плодятся тут нахуй, что ли? Вот куда он пропал? Видели? Он пропал. Блин, глаза светят, как аутист. Да блин, посмотри на него! Адский сукин сын! Нет, все, я с ними драться больше не буду, потому что они нечестные какие-то. Они столько раз... Вот я так не умею. В смысле, я так не умею, они так умеют. Хотя я разумное существо, еще покажу. А, может они превращаются в неразумных, потому что пьют все, что попало, ну, там, из канала пьют. Так, может просто от них бежать? Типа такой... Нет, доктору Шпилингу по фасту! Мне, пожалуйста, я только доктора. Ты посмотри! Когда у девушки меньше. Оп, 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 по щам, оп, оп. Ты чё ж у них такие рывки бешеные, не? Оп, 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 оп. Это все, что я могу пока. Ого, ёпрст, блин. Иди ты нахуй. Оп, испарился на. Я убью вас всех. Отвечаю просто. Так, блядь, его красоты. Вот. О, блин. А, так вот он этот босс, а те не боссы. Куда? Что они творят? Его красоты. Чё, сука, вытворяют? Циркачи, блядь. Я таких, как ты, блядь, каждый день нахуй валил. Валить. А можешь же убежать от них, короче, такой. Оп. О, Dark Souls какой-то. И типа такой идешь, короче. Блядь, споткнулся на мосту. Ну посмотрите, ну у них ваншот, они когда телепортируются, они вообще лютые становятся. А если стравить их с этими охотниками на вампиров, короче, и это, ну и всечь, короче, не получится, наверное, состояние. Блять, какой раз умираю, надо, короче, это, пойти все-таки подняться в свой кабинет. Я понял, это не мое. Я такой, ребята, я вообще не с вами. Я просто убегаю. Я просто вообще гуляю по улице. Ой, Господи Иисусе. Как спрятать оружие? Я сейчас мне убежать вообще, я в туалет, в больницу. Я понял, что с вами вообще разговоры вести какие-то неадекватные все тут люди. Не Лондон какой-то, а сборище преступников и отродья. Все, побежали. Больница. Состояние района здоровое. Вот как тот район был написан состояние здоровое. Зашел, видишь, там вампиры, блин. Какой здоровый? Я не понимаю вообще, что творится. Опа, она. Ладно, с тобой погрузаем в другой раз. Давайте, наверное, все-таки поднимемся. Поднимемся в свой кабинет. Посмотрим, что в кабинете. А чтобы в кабинет подняться, нужна лестница. Ждал.
Какая лестница? В смысле лестница? А если не умею лазить по лестнице? Опа, она. Женщина. 2 женщины. Это я хорошо зашел. 3 женщины? Это ты кто? А, это медсестра. А то, ладно, еще гляньте, со скольки людьми можно поговорить, да? Да где у вас тут лестница? Слева от лестницы, что она там говорила? У меня вообще значок работает, я могу посмотреть по значку, куда бежать. Она мне объясняла, где находится моя больница. Ой, мой кабинет. Там говорят на двери ваше имя. Деп. Доктор Рейд, глянь, на дуре. Доктор Рид. Я Рейд. Рид. Так, заходим в свой кабинет. Убежище, господи, как это приятно. Где кровать? Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Хотя бы в гробу спать не придется. Ну, смотри, это еще как говорить. Собственно, что я хочу? Свертывание, блин, свертывание. Стоимости нет. В смысле, а есть стоимости нет? Я хочу вкачать. Я ничего не могу вкачать. Могу. Не, ну это неинтересно. Слышь, мне нужен дамаг, короче, запас крови. Вот это что это сверхъестественное? Это что, 200 урона? Это 600 теневой, 400 кровь. Что, блять, хотят от меня? 200 урона, пожалуйста. Не могу вкачать, ярость не вкачивается. Так, что вот это мы вкачали. Хочу вот это вкачать, не могу вкачать. Ничего не могу вкачать. Что в итоге я вообще могу? Это, наверное, с восклицательным знаком. Свертывание, кровавый барьер. Вы создаете невидимый барьер, который повышает урон от оружия ближнего боя, пока не исчезнет. Нормально. Кровавый барьер. Отлично. Что? Свертывание дорого стоит, 600 рублей. Не смогу. Ладно, тогда давайте. Надо зажать. Все зажимать, господи. Да, следующая ночь. Как быстро время летит, да? Что же кто-то умер от испанки, небось. Так, что у нас тут? Что я могу создавать? Так, что это? Образец крови Уильяма Бишопа. Исследователь. Что мы нашли? Что я получил? У вас достаточно материала для улучшения оружия. Так, я хочу улучшить старый мачете. Не хочу улучшать. Слышишь, дерьмище улучшать, блин. 45 урона. 160 урона! А чё я раньше не улучшал-то? Тогда давайте. Мачете можно улучшить? Обычный мачете улучшить. Отлично. И чё? Выбрать повышенный стойк. Увеличенный урон. Блин, не могу. Нужен какой-то алюминиевый порошок и алюминиевый осколок. Увеличим урон наносит 10%. Слышь? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Да, у тебя времени. I have so much time. Что такое? Статья Эконах? Не знаю, кто. Не знаю, что у нас тут есть еще статья об Эконах. Так, чё? Так я ж только спал, ёпарасоте. В смысле, блин? Да ничего не хочу, давай. Нет опыта. Тупой как. Не знаю, кто как вален. Ладно, посмотрим сейчас, что. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature more. Открыть посетителя. What about my thirst for blood? Жажда крови. Ну что делать? Муравью предел, да? Что делать? Шпилинги, алюминиевый порошок. Отлично! Мы же теперь можем закрафтить. Читаем на паузе. Что тут? Я хочу улучшить оружие. Где мой мачете? Вот. И все равно я не могу ничего сделать, потому что нужен еще алюминиевый осколок. Где мне осколок? Тут же по-любому должен быть алюминиевый осколок. В ящике нет. Может тут? Никому нет, я дверь не буду открывать. Ладно, на этом мы, наверное, остановимся. Спасибо, что посмотрели. Была такая сегодня серия
меньше драк, больше разговоров и больше немножко сюжетика. Да, нас несколько раз убили, и я понял, что я не всесильный, к сожалению, к счастью. Ладно, спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я напоминаю, что у нас в группе проходит розыгрыш пупка. Достаточно просто сделать репост и подписаться на канал Твича. Всем спасибо за просмотр.